Довольно странная история. Инсайдер публикует ее: 40 дней неизвестно местонахождение жителя Анапы, похищенного ФСБ. Ну, я не придерживаюсь точки зрения писать, что похищенного ФСБ, но даже сделал запрос через искусственный интеллект. Это уже есть такая наработка, ну, как бы, оппозиционерам, правозащитникам, они себе позволяют резкие высказывания. Я считаю, непрофессионально. Почему? Потому что, ну, это оттолкнет многих тех, кто, ну, хотел бы понять. Ну, человек сторонний, не занимающий ничью сторону, может, и с другой стороны, вообще ничего не знающий. И когда он чувствует, что ему сразу что-то навязывают, что ФСБ похитило, ну, что, ну, то есть это официально признанное бандформирование, что ли? Я знаю, что так многие говорят, что это вообще коммерческая структура, но это в разговоре на кухне. Если ты издание, ну, не мог не пройти, значит. Но еще раз, это где-то уже прощается на каком-то уровне. Это как то, что в сегодняшних реалиях войну войной часто не называют, ее часто не объявляют. Ну, потому что вот такие времена. Вот и все гибридное. Живем в гибридном каком-то мире. Ну, едем дальше. Короче говоря, что сообщают? В спецслужбе заявили, что он не задерживался. Вот так, то есть их обвиняют, а ФСБ заявляет, что никто никого не задерживал. Суть истории какая? 27 февраля, после 2 карусельных арестов, это их так называют, когда задерживают по какому-то, ну, какому-то малозначительному поводу, чтобы получать 15, ну, чтобы дать 15 суток, потом что-то еще такое же слабенькое, и еще, то есть так по 15 суток можно увеличивать срок, короче говоря, если я правильно понимаю вот этот термин. По административным делам 45-летнего жителя Анапы Максима Овчинникова увезли в неизвестном направлении сотрудники ФСБ. С тех пор, ну, опять же, неплохо бы свидетель, кто там, наверное, есть, да кто-то. С тех пор о его местонахождении и процессуальном статусе ничего не известно, сообщают The Insider правозащитники со ссылкой на мать похищенного. То есть у нее на глазах забрали. Вот тоже очень важный момент. Или, ну, она, да, давайте не забывать при всем, слова поддержки всем, я не знаю, что там произошло, но мать — это всегда заинтересованная страна. Вот это надо учитывать. Она может где-то и усиливать какую-то ситуацию, ну, просто потому что найдите сына. Я переживаю. Я считаю, что найдите сына. Я считаю, что и Анну Цамартову найдите, потому что она зашла случайно на ведомственную территорию в Дагестане ФСБ. С тех пор ее никто не видел. Я вообще никого не хочу ни в чем обвинять, просто это дело чести для ФСБ найти. Здесь, если он в них уже в руках побывал, для них дело чести просто здесь его найти. Опять же, если он пропал, если они его не задерживали, это для них даже хуже. Лучше бы они его задержали и вводят в заблуждение. Ну, мало ли, там, может, какая-то серьезная статья, да, может, он какой-то шпион-разведчик. Но если он действительно не у них в руках, для них просто сейчас дело чести, потому что все на них будут думать, как с Анной Цамартовой. Так что это, вот, на мой взгляд, вот это очень неудобная ситуация, причем для ФСБ. Ну, с точки зрения, опять же, чистоты мундира. Это рекордный срок. Так, 9 апреля прошло ровно 40 дней с момента похищения Овчинникова сотрудников ФСБ. Это рекордный срок для неофициального удержания. Ну, их в этом обвиняют автоматически, они это отрицают, так что, может, они не удерживают. Гражданина России за пределами Северного Кавказа. Тоже, кстати, появился новый термин, так что делюсь с вами, друзья. Пришлось самому, я не понял вот это выражение, за пределами Северного Кавказа. С какой стороны пределы? Суть в том, что есть такая, это как почерк. Это я когда по Джабраилову книгу писал, тоже с этим часто встречался. Есть уже практически синоним, например, чеченский бизнес. Это прямой синоним, преступный бизнес. Это не обидите на меня, чеченцы, на себя обижайтесь, это вы создали. Так вот, что касается за пределами Северного Кавказа, это термин, который обозначает, что методы, когда правоохранители позволяют себе действовать как бандиты, он уже начинает появляться и в других регионах. И это дурной знак, это метастазы, сказал бы я, с своей стороны, если все это, опять же, принимать, что такое бывает. Ну, а вы уж напишите, бывает или нет, ну, впрочем, если боитесь, не пишите. Впервые Овчинникова задержали 27 января. Его мать сообщила, слова поддержки матери в любом случае в данной ситуации просто однозначно. То есть, просто держаться ей, ну, хочется надеяться, что все разъяснится, что жив он, здоров. Что во время обыска сотрудники ФСБ избили его, мужчину госпитализировали с травмой живота. На следующий день... Сняты, кстати, были побои или нет? На следующий день суд назначил Овчинникову 15 суток ареста по статье о неповиновении полиции. Кстати, когда у меня был один знакомый, который пошел как-то снимать побои, ну так случилось, там он что-то упал, а там как раз лежал кулак полицейского, и причем падал он много раз. И он решил снять побои, и там, ну, как бы... Ситуация была понятна, там то ли врач был в курсе, такая специальная какая-то врач, которая снимает побои. И она говорит, а что случилось? Он говорит, ну вот побои. Она говорит, там, ну типа хорошо он выглядит. Он говорит, ну я же весь синий. Много раз, я повторяю еще раз, он много раз упал на кулак. Вот, она говорит, ну и что? Мы, говорит, о людях по цвету кожи не судим.
у нас все равны. Вот так она пошутила. Врач. Это та, которая Гиппократа очень любит. Вот, но тем не менее, давайте продолжаем. Немножко отвлекся с своей стороны. Еще раз, про Овчинникова ничего не знаю. Впервые Овчинникова задержали 27-го. Его мать сообщила, что во время обыска сотрудники ФСБ избили его. Ну, все равно надо пытаться, по крайней мере, снимать побои. Мужчину госпитализировали с травмой живота. Ну, значит, этому есть доказательства. Ну, желательно, чтобы, опять же, да, ну, наверное, привязано все к числам. На следующий день суд назначил Овчинникову 15 суток ареста по статье о неповиновении полиции. Животом ударил по кулаку, что ли, или по ноге? Куда он ударил-то? После окончания срока его вывезли в Геленджик и снова арестовали на 15 суток по той же статье. За день до окончания второго ареста, 27 февраля, его вновь увезли сотрудники ФСБ. С тех пор связи с ним нет. Как сообщили The Insider, правозащитники, знакомые с ситуацией, мать Овчинникова получила ответ из управления ФСБ по Краснодарскому краю, Краснодарский край. Ребята, как там у вас фермеры себя чувствуют, в котором утверждается, что Овчинников не задерживался сотрудниками управления. При этом ранее в ответ на жалобу по первому задержанию и обыску ей сообщили о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении сына. То есть, короче говоря, часть информации они подтверждали, что следствие, значит, проводится, насколько я понимаю, а потом человек пропадает на 1,5 месяца, мы ничего не делали. Это, как, знаете, не то же самое, но у меня ассоциация вот моих чувств такая же, как в деле Юрия Шатунова, который судился, выиграл суд, и вот-вот должен был у варья всякого, постсоветского, то, которое развалило Советский Союз, варье, он готов был, похоже, шел к тому, чтобы миллиарды долларов себе вернуть. Миллиарды. Об этом еще Жириновский говорил, что «Ласковый май» там такие деньги зарабатывал только, по-моему, 700 миллионов он вроде озвучил, только на продаже билетов. И вот, Шатунов начинает судиться. Какая-то очень странная и подозрительная, сейчас не буду подробно, ну, есть основания для того, чтобы я так говорил, Асель Мухтарова-Казарновская. Она ведет это дело, выигрывает дело. А как он не выиграет? Шатунова все знают, он пел, ну, как бы растаскивают деньги. Он выигрывает, через 4 дня его куда-то в лес куда-то вывезли, и он мертвый. Ну, и опять же, без подробностей. И Асель Мухтарова-Казарновская, там 2 года пара со рта не пускала. И мне казалось очень странно то, что это же твой подзащитный, тебе же завтра там на апелляцию реагировать, то есть она не заметила, что ли? Вот такая была странная история. Еще раз, я вот считаю, что дьявол в деталях, да, и всегда есть так называемые сопутствующие события. Они зачастую о деле говорят больше, чем, ну, какие-то даже официальные факты. По крайней мере, я на это обращаю внимание. Вы как делаете, поступайте, пишите, говорите со своей стороны. За делом слежу, но еще раз про Овчинникова мне как-то вот от себя добавить нечего. Вот из того, что звучит, ну, то есть странно. То есть они по нему вели следствие, а потом закрывают. Но могут закрывать, такое тоже слышать приходилось, боятся адвокатов. Ну, боятся не в том смысле, что там за сердце держатся сотрудники ФСБ, ну, побольше, побыстрее провести с назначенным адвокатом, чтобы и скрывают его местонахождение, чтобы адвокат не прибежал и не начал говорить, почему у него одной ноги не хватает, там, глаз не в том месте, допустим, там, или рука вывихнута. Да, ну то, чтобы не начал цепляться. Может быть, чтобы подзажили синяки, ну там. Мы же не смотрим, конечно, на цвет кожи, мы о людях не судим по цвету кожи, да, но а вдруг адвокат попадется такой, который судит. Вот, так что могут просто оттягивать время для того, чтобы адвокат пришел попозже. То есть такое мне слышать приходилось. Ну, опять же, да, то есть это такое имхо, мое мнение, мои наблюдения и мои некоторые знания в некоторых областях в силу ведения данного канала. Вот, но, в общем, набор довольно странный, тревожных, конечно же, вещей. Хочется надеяться, что он жив, там, здоров, но и плюс, раз к нему такое внимание, наверное, это какие-то, ну, сами понимаете, какого уровня, значит, если по нему разработка там ведется на уровне Федеральной службы безопасности, это не МВД и не Следственный комитет даже, то там все может быть очень серьезно. То есть информация может закрываться любыми методами в интересах следствия, это как бы даже почти не преступление. Ну, зависит, опять же, да, от того, что и как. Так что, ну, желаю, чтобы там все были живы. Про здоровье уж не знаю, как говорится. Мы о людях судим по делам. Так что, не знаю, друзья мои, но прокомментировал как мог. Вы со своей стороны тоже добавляйте. Может, кто-то знает про что вообще. Я даже не нашел, что он такого сделал. То есть о нем неизвестно ничего. То есть даже за что его преследуют, совершенно непонятно. То есть вообще нигде не звучит. Я не нашел, по крайней мере. Увидимся.